Давайте свяжем такую пивную кружку, очень оригинальную, на мой взгляд, с ручкой, с пеной и даже подтеками пены на кружке. Очень аппетитно выглядит. Прямо сразу захотелось пиво выпить. Можно в подарок связать, можно как на ключи, как брелок для ключей также использовать. Следующий ряд мы уже вяжем совсем другой техникой, не амигуруми, а больше как бы другой стиль. Мы делаем таким образом: мы провязываем 3 воздушные петли и затем делаем в следующую петлю 4 столбика с 2 накидами. Но мы не довязываем их до конца. Делаем еще раз в эту же самую петлю 4 еще раз столбик. То есть всего их будет 4. И каждый раз мы не довязываем до конца. Это у нас 3-й столбик и 4-й. И теперь мы в конце провязываем их вместе. Вот получился такой как бы такая лапка. Мы идем в следующий столбик и вяжем туда просто столбик без накида. Вот таким образом у нас получается как бы пена. Делаем опять 3 воздушные петли и опять следующие столбик с 2 накидами недовязанный, то есть 4 столбика. Второй уже. Третий. И 4-й. Четвертый и вот такой у нас получается такая пена. И следующий столбик делаем столбик без накида. Таким образом мы вяжем весь ряд. Я провязала, значит, один ряд такими пукляшечками. Теперь я начала уже следующий ряд вязать, и вяжу я его таким образом. Я делаю точно так же 3 воздушные петли, затем 4 недовязанных столбика с 2 накидами. Просто те петли, которые внизу. Промежуточные петли. Таким образом я вяжу следующую петляшку. Делаю 3 воздушных петли и
4 недовязанных столбика. Четвертый столбик. Я вяжу их вместе, воздушную петлю, и следующую делаю столбик, как бы незаконченный, без накида, и следующую пукляшку тоже вместе, как бы мы уменьшаем таким образом. Вот получается, что мы пропускаем как бы одну. То есть у нас в следующем ряду их получится уже меньше. Опять вяжу 3 воздушные петли. Одну просто в следующую, так же как я вязала. Четыре столбика. Следующую вяжу 3 воздушные петли и столбик с 2 накидами недовязанный. То есть таким же образом 4 столбика недовязанных провязываем вместе. Но у нас постоянно в каждой второй пукляшечке у нас происходит уменьшение. То есть в конце ряда у нас уже будет не 9, как в первом ряду этих пукляшек, а 6 только. Делаю воздушную петлю и присоединяю просто к предыдущему ряду. Все. Вот у нас уже здесь, в этом ряду, получилось их немного меньше. Как бы идем на уменьшение. В следующем ряду мы вяжем тогда в каждый второй. Делаем опять 3 столбика. Я сделала 3 воздушные петли, 4 столбика с 2 накидами вяжем мы. Четвертый. И провязываю все вместе. Делаю воздушную петлю. И я тогда просто соединяю этот столбик и следующий вместе. И начинаю уже вязать как бы со следующего столбика. То есть в следующем ряду у нас должно остаться всего 3 пукляшечки. У нас в последнем ряду получилось всего 3 пукляшечки. Вот. Теперь мы набиваем ватой нашу кружку
Мы можем также сделать немножко пару капелек, которые падают вниз. Давайте их тоже сделаем.